Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на своем канале. Недавно я был на рыбалке, поймал щуку. Она оказалась с икрой. Как в том анекдоте. Жена мужа говорит: помнишь, ты, говорит, в прошлом году ездил на рыбалку с ночевкой? Тут говорит: ну, так вот, твоя щука звонила, сказала, что с икрой. Но у нас икра сегодня настоящая, щучья. Мы будем ее солить. Для данного рецепта нам потребуется икра, соль, вода. Вода нам потребуется, чтобы сделать тузлук. Первым делом разведем тузлук и отправим его на плиту, чтобы он закипел. Икру я взвесил, у меня получилось 200 кг. Объем тузлука должен быть в 3 раза больше, то есть 3 литра воды на килограмм икры. Тузлук по концентрации должен быть на литр воды вот такая вот с горкой столовая ложка соли. Отправляем в кастрюлю с водой 3 ложки с горкой соли. Размешаем до полного растворения. Отправляем кастрюлю на плиту. Нам нужно, чтобы вода закипела, так как мы икру будем впоследствии ошпаривать. А сейчас нам нужно пробить икру. Способов много, как пробить икру. У профессиональных рыбаков есть специализированные гроходки. Это, то есть, деревянная рамка квадратная, на ней натянута капроновая сетка с ячеей 5 мм. У меня под рукой такой рамки нет. Пробивать я буду через ракетку для бомбинтона. Есть вариации еще, можно перетереть через терку, через крупную, чтобы отделить от плен. Можно соскоблить с плен ножом, вилкой, там, ну, обратной стороной ножа тыльной, или вилкой, ложкой, там, икринки. Но это не самый чистый там способ. Также можно прокрутить через мясорубку, только нож нужно повернуть в обратную сторону, чтобы пленки на нож собирались. Кстати, говорят, что получается чисто, я ни разу так не пробовал. Берем кусок из стыка, отрезаем, вскрываем плену, ложим на ракетку и протираем. Ну, такая же система, как на гроходке на рыбацкой. Икра щучья вкусная получается, но ее нужно особым способом солить. Обязательно нужно ошпаривать, так как в щуке могут быть всякие там паразиты. Не факт, что... Ну, в северных районах это точно там щуки в большинстве своем заражены. Вот остается такая плена. Икра у нас вся внизу. Так мы пробьем все истыки. Пробивается легко икра, если она свежая. Если даже подмороженная была икра, просто выход будет меньше, икринки будут лопаться, больше уйдет молоко. Пробиваем икру. Икра у нас будет вкусняха. Кто хоть раз пробовал, знает. Таким же образом можно пробивать любую икру. Окуня, судака, сазана. Тоже солится, очень вкусно получается. Просто сейчас зимой у щуки не такая крупная икра, как весной перед нерестом. Остаются вот такие вот пленочки. А икринки падают вниз. Пальцами прямо надавливаем. Перекладываем и опять протираем. Тем временем у нас уже рассол кипит. Процесс засолки такой быстрый, можно сказать. Все параллельно. Дорогие друзья, икру я пробил, весь в икре. Остались плены отдельно. И вот в миске икра. Сейчас нам нужно промыть икру. Прямо под краном, холодной водой несколько раз. Но сейчас этот процесс вы весь увидите. Промываем икру. Сначала будет пена первые несколько раз, потому что икринки во время пробивания все равно давятся и образуется молоко, что находится внутри икринок. Сливаем
Так делаем раз 6-7, пока не будет прозрачная вода. Размешали, икра оседает на дно. Начинаем сверху сливать пену, мусор. Вот обратите внимание, раздавленные икринки, все это наверх всплывает и сливается вместе с водой. Берем вилку и вилкой мешаем. Тем самым все пленки собираются на вилке. Пленки смываем, мешаем еще. Вот эта пена, это белок, молочный такой цвет. Все должно промыться. Я промыл икру до чистой воды. Сливаем воду. И сейчас будем ее заваривать. Возьмем вот такое вот сито. Вот такую вот мисочку. Убираем икру. Но вода все равно часть останется. Это ничего страшного. У нас процесс еще не закончен. Переходим к процессу заваривания. Тузлук у нас прокипел. Я его выключил. Он минут 10 постоял, чтобы совсем кипяток не был. Опускаем туда икру. И начинаем помешивать. В течение 5 минут перемешиваем все тщательно. Вода у нас примерно градусов 85-90, вот такая должна быть. Ну, соответственно, когда икру мы отпускаем в нее, температура икры ниже и температура рассола падает. Но этого времени хватает, чтобы ошпарить икринки. Следим за временем, 5 минут достаточно. Зато потом будут у нас вкусные бутерброды с икрой. 5 минут, ну у нас 4 минуты прошло. Вариаций, как обсушить икру, несколько. Можно взять такого плана друшлачок, положить ткань чистую, слить на нее икру, потом ткань собрать и выжать и подождать, пока она обсохнет. Можно перелить в чистый капроновый чулок и подвесить его, чтобы он стекал. Есть еще вариант. У всех, наверное, сейчас есть москитные сетки на окнах. Я вот взял с маленького окна небольшую москитную сетку и поставлю на мойку и на нее солью икру. Тут же можно зубочисткой собрать остатки каких-то плевен, сгустки крови, то, что у нас все-таки проскочило. Так, более-менее чистая икра. Вот ее перемешиваем, чтобы она стекалась быстрее. И оставляем, пусть она стечет минут 15-20. Дорогие друзья, икра стекла. Я ее собрал в миску. Посмотрите, какая она по консистенции. Сейчас нам нужно добавить немного растительного масла. Оливкового или растительного, без разницы. Лишь бы без запаха было. Ну, буквально это количество там нужно будет. Чайную ложечку. И все тщательно перемешать. Масло, оно в качестве дополнительного консерванта будет в икре. Все перемешиваем и перекладываем в баночки. Если много икры у вас, берите баночки небольшого размера, порционные. Тогда вам можно будет хранить икру долго в морозильнике. Перед употреблением достаете заранее одну из баночек, перекладываете в холодильник, икра размораживается и ее можно будет кушать. Потому что второй раз ее уже заморозить будет нельзя. Она потечет. Первые пару часов баночку не закрывайте, чтобы лишняя влага могла испариться. Потом можно уже будет ее закрыть
и хранить таким образом в холодильнике, если вы планируете употребить в пищу в течение там недели. Вот. А если на более длительный срок, то желательно маленькие баночки перекладывайте и замораживайте порционно. Все, уберем ее пока в холодильник на хранение. Пусть она у нас полежит хотя бы часа 2-3. Так-то ее можно есть и сейчас уже, но лучше, если она настоится, постоит в холодильнике ночь или минимум 3 часа. Дорогие друзья, вот такие бутерброды со щучьей икрой можно сделать, чтобы попить чай или выпить беленькой. А я хочу поздравить тех, у кого сегодня день рождения, пожелать им здоровья, счастья, любви, добра и уюта в доме, добрых людей поблизости. Будьте здоровы, будьте счастливы, любите друг друга, уважайте близких, все будут относиться так же к вам, как вы будете относиться к окружающим. С днем рождения вас, друзья! Ваше здоровье! Конечно, можно как с маслом, так без масла. Можно просто ложкой есть. Если икра у вас получилась чуть соленовато, когда вы ее откидываете, попробуйте на вкус. Можно ее промыть под проточной водой недолго. И будет у вас отличная малосольная икорочка. А можно вот так вот просто. Свежая щучья икра. Это даже вкуснее черной икры. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь. До скорых рецептов. С вами был Волоха. Всего доброго. Пока.